2400 лет назад греческий философ Платон записал историю об острове идеальном и могущественном, который в одну ночь поглотило море. Он называл ее примером человеческой гордыни. Мир услышал предупреждение и запомнил только миф о потерянном рае. Атлантида стала самой живучей ложью в истории человечества. Спустя тысячи лет археологи нашли настоящий город, погребенный под слоем вулканического пепла на острове Санторини. Здания стояли нетронутыми, фрески сохранили яркие краски, но человеческих останков не было ни одного. Люди успели убежать до того, как их мир исчез навсегда, а миру осталась только красивая выдумка философа. Платон рассказал историю через несколько поколений пересказа. Египетские жрецы поведали ее Солону. Тот передал деду, а дед внуку Критию, который, наконец, записал ее для потомков. Слова легли на пергамент лишь после 4 пересказов. Никто из них никогда не видел ни единого камня Атлантиды своими глазами. Он утверждал, что Атлантида превосходила размерами Ливию и Азию вместе взятые, с горами на севере и равниной на юге, изрезанной каналами. Центральный остров окружали кольца суши и воды с проходами для кораблей. Такие подробности звучали как точная карта места, которое никто никогда не видел. Он поместил Атлантиду за геркулесовыми столпами в Атлантическом океане, хотя ученые до сих пор спорят, понимал ли автор эти слова буквально или как философскую метафору. Пролив был последней точкой известного мира, дальше начиналась полная неопределенность. Именно в нее легенда впоследствии поместит все, что угодно. По его словам, ужасные землетрясения и наводнения обрушились на остров, и Атлантида исчезла в морской пучине за одну ночь и один день. Ни обломков, ни свидетелей, ни единого предмета не сохранилось. История заканчивалась полным и удобным отсутствием любых доказательств. Ученик самого автора истории, философ Аристотель, считал, что его учитель попросту выдумал остров ради философского урока, а не как подлинное историческое событие. Другие древние авторы восприняли рассказ буквально как настоящий факт. Спор о правде и вымысле начался еще при первом поколении читателей. Современные филологи в большинстве сходятся, что рассказ об Атлантиде является вымыслом, философской иллюстрацией об устройстве власти, а не историческим свидетельством. Тем не менее, убедительность деталей и конкретная география заставляла читателей 2 тысячелетия искать под этим текстом настоящую землю. На протяжении веков расположение Атлантиды искали в самых разных местах. У Гибралтара, у Канарских островов, порой почти в каждой точке земного шара, включая Антарктиду и дно Карибских озер. Автор описывал ориентиры недостаточно точно. Каждое поколение находило в тексте место, которое хотело найти. Платон указал точные размеры. Центральный остров 5 стадиев в поперечнике, а равнина вокруг него 3000 стадиев в длину. Такая точность похожа на землемерный отчет, а не на притчу. Но эти цифры остались лишь числами на пергаменте, не привязанными ни к одной точке карты. По преданию, основателем царского рода Атлантиды считался бог морей Посейдон, полюбивший смертную женщину Клейту и построивший вокруг ее источника укрепленный холм. От этого союза, согласно рассказу, произошли все цари острова. Ни один источник не подтверждает существование ни женщины, ни самого источника. Согласно легенде, остров разделили 10 царей, все сыновья Посейдона, каждый получил свою часть суши и подчинялся общему древнему закону предков. Такое аккуратное деление на 10 частей звучит скорее как политическая модель философа, чем память о царстве. Ни следа этой системы правления археология никогда не находила.
Атлантиду описывали как страну невероятного богатства, с редким металлом-орехалком, ценившимся почти как золото, и слонами, свободно бродившими по ее землям. Такие детали делали остров желанным и правдоподобным. Но ни орехалк, ни атлантические слоны не оставили ни единого следа за 2400 лет поисков. В центре острова, по преданию, стоял огромный храм Посейдона, облицованный серебром и золотом, с крышей из слоновой кости и статуями из орехалка. Такое описание превращало обычное святилище в символ немыслимой роскоши. Но храм существует на пергаменте одного философа, ни один камень от него никогда не найден. По рассказу, войско Атлантиды напало на страны Средиземноморья, и лишь Афины будто бы в одиночку остановили вторжение, спасая другие народы от порабощения. Такой сюжет идеально подходил для урока о доблести маленького города-государства. Ни одна независимая летопись ничего не знает об этой войне континентального масштаба. Но в самом рассказе победа Афин длилась недолго. Даже катастрофа, что поглотила Атлантиду, обрушилась и на афинское войско, стерев обе стороны в одну ночь. Ни победителей, ни свидетелей не осталось подтвердить исход войны. История заканчивается на редкость удобно. Отсутствием любого, кто мог бы возразить. Геологические исследования показывают, что Канарские и Мадейрские острова медленно поднимались из моря миллионы лет, а не опускались внезапно за одну ночь. Это делает их маловероятным местом гибели Атлантиды. Еще одна удобная догадка тихо отпала под тяжестью неромантичных данных о камне. В рассказе о числах и мерах царит поразительная точность, но расположение острова остается безнадежно расплывчатым. Такое сочетание точных цифр и туманной географии выглядит странно для подлинного отчета, зато прекрасно подходит для убедительной выдумки. Читатели веками не замечали противоречия, очарованные одной уверенностью тона. Специалист по античной философии Джулия Аннас утверждает, что рассказ об Атлантиде служит мысленным экспериментом об устройстве власти, а не зашифрованной картой. Искать под текстом настоящий остров так же бессмысленно, как искать кольцо невидимости из другого диалога того же автора. Литературный прием приняли за факт. Почему философ снабдил вымышленный остров таким количеством конкретных деталей, если хотел лишь преподать урок о гордыне? Специфика убеждает сильнее общих рассуждений. Числа и названия звучат как память, а не как вымысел. Этот писательский прием оказался настолько удачным, что обманул читателей на 2,5 тысячелетия вперед. Текст пережил столетия только благодаря цепи переписчиков. Византийские монахи, а позже гуманисты Возрождения снова и снова копировали его от руки. Каждая копия была шансом что-то исказить, но и шансом обрести нового читателя. Без этой хрупкой цепочки история об Атлантиде не существовала бы вовсе. Диалог о судьбе Атлантиды обрывается на середине фразы, и продолжение не найдено ни в одной сохранившейся копии. Никто точно не знает, почему философ бросил рассказ незаконченным. То ли умер, то ли передумал. Незавершенность не помешала истории вырасти в один из устойчивых мифов человечества. От гуманистов эпохи Возрождения до скептиков эпохи Просвещения каждое поколение читателей спорило об этом тексте заново, принося свои предположения и свою уверенность. Одни искали в нем зашифрованную историю, другие видели только продуманный вымысел философа. Спор не утихал никогда, лишь менял язык, на котором велся. Даже само название Атлантического океана незаметно происходит от древнего мифа о Титане Атланте, державшем небо на своих плечах. Мы каждый день произносим отголосок старой истории, даже не задумываясь об этом. Миф не исчез вовсе, он просто растворился в обычной географии и перестал казаться мифом.
Уже в IV веке до нашей эры философ Крантор, один из первых известных комментаторов текста, утверждал, что видел подлинные египетские надписи, подтверждающие эту историю. Ни один другой источник его слова не подтверждает. Так началась долгая традиция добавлять к старому рассказу собственные, ничем не подкрепленные свидетельства. Позднейшие античные географы, включая Поседония и Страбона, продолжали спорить об этом рассказе, не соглашаясь друг с другом на протяжении столетий. Одни считали его достоверным преданием, другие — откровенным вымыслом философа. Ни одна сторона так и не смогла окончательно переубедить другую ни единым найденным доказательством. Сам философ по преданию состоял в дальнем родстве с Солоном, тем самым мудрецом, которому египетские жрецы якобы впервые поведали эту историю. Такая личная связь придавала рассказу дополнительный, хотя и совершенно непроверяемый вес. Трудно отделить честную память рода от удобного семейного мифа, украшающего собственную родословную. Тот же философ сочинил и другие подробные, как бы очевидческие истории, включая знаменитое видение загробной жизни воина, вернувшегося из мертвых. Оба рассказа построены по одному приему – убедительные детали на службе урока. Ни один историк не считает то видение буквальным фактом, но с Атлантидой вышло иначе. На протяжении долгих столетий этот незаконченный рассказ оставался скромной частью наследия философа, в тени куда более популярных и завершенных сочинений. Никто тогда не догадывался, что этому обрывку суждено превратиться в один из самых узнаваемых мифов человечества. Слава пришла значительно позже и совершенно неожиданно. Так заканчивается первоначальный рассказ философа. Скромный урок о гордыне, записанный убедительным языком и оставленный без доказательств почти на 2000 лет. Именно эта недосказанность позволит будущим поколениям вложить в него все, что они захотят найти. Настоящая история одержимости Атлантидой начнется значительно позже. На этом заканчивается первая часть истории. Скромный философский урок, записанный одним человеком и почти забытый на долгие века. Но именно эта незавершенность оставила достаточно пустого пространства для чужих фантазий. Следующие 2000 лет заполнят его до краев. Две тысячи лет спустя один скромный философский текст встретит совершенно новую эпоху. Эпоху печатных книг, национальных мифов и жажды простых объяснений. То, что начиналось как урок о гордыне, превратится в фундамент для куда более смелых и куда более опасных заявлений. Одержимость Атлантидой только начинается. В 1882 году американский писатель Игнатиус Доннелли опубликовал книгу под названием «Атлантида. Допотопный мир». Книга мгновенно стала бестселлером и на десятилетия определила популярное представление о загадочном острове. Философский фрагмент, забытый на 2 тысячелетия, внезапно превратился в модную сенсацию. Доннелли утверждал, что Атлантида была общим источником цивилизации для всех древних народов, от Египта до Майя. Он видел совпадения в пирамидах и письменности как доказательство единого центра культуры. Такой подход — гипердиффузионизм — объяснял сходство проще, чем признание, что народы способны изобретать похожие решения независимо. Он также объявил Атлантиду садом Эдема и первопричиной десятков независимых легенд о потопе у разных народов мира. По его логике, похожие истории не могли возникнуть отдельно друг от друга. Антропологи объясняют это иначе. Наводнения случались всюду, и общая прародина для похожего рассказа не требовалась. Доннелли сравнивал египетские пирамиды с мексиканскими храмами и видел в их сходстве доказательство прямого контакта между цивилизациями. Археологи объясняют такое сходство проще. У ступенчатой постройки ограниченное число разумных решений. Разным народам не требовался общий учитель, чтобы прийти к похожей форме независимо.
Донелли объявил Ирландию садом малого солнечного бога и утверждал, что рыжеволосые, голубоглазые ирландцы происходят от уцелевших жителей Атлантиды. Такая теория превращала обычных людей в осколки мифического высшего народа. Подобные идеи о потерянной расе позже возьмут на вооружение куда более опасные движения. Донелли не был ученым. Он был американским политиком-популистом и конгрессменом, прежде чем занялся теорией Атлантиды. Тот же дар убеждения, что помогал ему на трибуне, он направил на читателей книги. Политическая карьера дала ему опыт звучать уверенно даже там, где под уверенностью не было доказательств. Скептик Гордон Стайн позже заключил, что большая часть утверждений Донелли была крайне сомнительной, либо ошибочной. Книга, тем не менее, оставалась бестселлером и легла в основу массовой культуры XX века об Атлантиде. Опровержение почти никогда не путешествует так быстро и так далеко, как оригинальная выдумка. Гипердиффузионистская идея Донелли повлияла даже на филолога Джона Толкина, признавшего в эссе 1939 года, что она подтолкнула его к созданию затонувшего острова Нуменор. Так научная фантазия XIX века перетекла в одну из любимых мифологий XX. Граница между наукой и вымыслом истончилась. Идея потерянного континента быстро проникла в массовую культуру. Дешевые журналы и приключенческие романы штамповали десятки версий истории об Атлантиде для широкой публики. Каждая новая история добавляла собственные подробности, ничем не связанные с оригинальным философским текстом. Развлечения и псевдонаука срослись настолько тесно, что различить их стало невозможно. Тема Атлантиды перекочевала на выставки и в театральные постановки. Посетителям продавали билеты на путешествие к затонувшему миру среди расписных декораций и костюмированных гидов. Серьезная, некогда философская гипотеза превратилась в семейный аттракцион за небольшую плату. Развлечение вытеснило любые остатки первоначальной научной осторожности. Ученые раз за разом опровергали претензии Донелли, указывая на отсутствие геологических и археологических подтверждений. Однако опровержения выходили тихо и в узких научных изданиях, тогда как оригинальная идея продолжала жить в бестселлерах и на киноэкранах. Наука побеждала в споре, но проигрывала в скорости распространения. Псевдонаучные тексты об Атлантиде охотно заимствовали научные термины: тектонику, осадочные породы, радиометрическое датирование, придавая выводам видимость строгости. Читателю было почти невозможно отличить осторожную науку от уверенно звучащей подделки. Язык науки стал самым убедительным инструментом ее имитации. В это же время археолог Генрих Шлиман раскопал настоящую Трою, доказав, что за легендарным эпосом действительно стоял реальный древний город. Успех этой находки заставил многих поверить, что и другие древние легенды, включая Атлантиду, могут однажды оказаться реальностью. Один настоящий триумф археологии подпитал десятки менее обоснованных надежд. Логика казалась соблазнительно простой. Если легендарная Троя оказалась реальной, почему бы не оказаться реальной и Атлантиде? Но поэма Гомера и диалог Платона были совершенно разными по природе текстами с разными целями. Эта удобная, но ошибочная аналогия вскоре откроет дорогу более темным притязаниям на ту же историю. В 1875 году в Нью-Йорке возникло Теософское общество, основанное Еленой Блаватской. Организация обещала тайное древнее знание, унаследованное от давно исчезнувших высших цивилизаций. Атлантида быстро заняла место одного из главных источников этой предполагаемой мудрости, хотя доказательств не существовало. В 1888 году Блаватская опубликовала свой главный труд «Тайную доктрину». В нем она описала Атлантиду как одну из 7 коренных рас человечества, предшествовавшую нынешней. Строгие научные данные заменялись видениями и личными откровениями, поданными как проверенное древнее знание. В
В 1896 году теософ Уильям Скотт Эллиот выпустил книгу «История Атлантиды» с подробными картами исчезнувшего континента. Карты претендовали на точность, будто скопированы с древних записей, хотя не опирались ни на одно свидетельство. Воображение теософов рисовало географию увереннее, чем сама наука. На рубеже веков десятки медиумов и духовных учителей начали заявлять, что помнят свои прошлые жизни в Атлантиде. Сеансы и трансовые откровения описывали кристальные технологии и забытые сверхспособности исчезнувшей цивилизации. Личные видения заменили доказательства, а вера аудитории делала любое заявление достаточно убедительным. В 1926 году писатель Джеймс Черчворт предложил собственный миф о затонувшем континенте Му в Тихом океане. Он утверждал, что расшифровал древние таблички, доказывающие его правоту, хотя ни одной из них так и не предъявил ученым. Тот же прием выдумки сменил океан и имя. Шотландский фольклорист Льюис Спенс в 1924 году выпустил книгу «Проблема Атлантиды», а следом еще несколько томов на ту же тему. Его труды выглядели солидно, хотя строились на недоказанной посылке Доннелли. Внешняя серьезность формы заменяла серьезность содержания. Спенс пытался согласовать рассказ Платона с реальной геологией, предположив, что Атлантида тонула не одномоментно, а несколькими волнами катастроф на протяжении тысячелетий. Такая версия выглядела осторожнее прежних смелых заявлений и даже привлекла нескольких геологов того времени. Но и она по-прежнему не опиралась ни на одно найденное свидетельство. В газетах 20-х годов то и дело появлялись заголовки об очередной найденной Атлантиде. То у берегов Испании, то в песках Сахары. Большинство таких сенсаций оказывались либо выдумкой журналистов, либо неверным толкованием находки. Опровержение обычно печаталось мелким шрифтом на последней странице, если печаталось вообще. К 1910 годам по Европе распространились десятки соперничающих оккультных обществ, каждая из которых утверждала, что владеет единственно верным знанием об Атлантиде. Группы состязались, дополняя миф новыми подробностями о забытых расах и потерянных силах. Единой Атлантиды больше не существовало, только версия каждого отдельного кружка. В послевоенной Германии расовый миф об Атлантиде нашел благодатную почву среди националистических кружков фелькиш-движения. Идея погибшей высшей расы, чьи потомки якобы выжили среди немцев, звучала утешительно после унижения проигранной войны. Мистика давала простое объяснение болезненному настоящему. Для этих кругов Атлантида перестала быть метафорой или занимательной теорией. Она превратилась в историю происхождения избранного народа. Язык расовой чистоты соединился с древним мифом, придавая обычной ненависти видимость глубокой древности. Занимательное чтение превращалось в фундамент опасной идеологии. Между невинным американским бестселлером Доннелли и немецкой оккультной мистикой пролегла существенная разница. Доннелли продавал развлечение и сенсацию, тогда как новые кружки строили на том же мифе основания для политической программы. Одна и та же выдумка служила то книжным магазинам, то темным политическим движением. К концу 1910-х годов в Мюнхене и других немецких городах действовали уже несколько подобных оккультно-националистических групп одновременно. Каждая претендовала на исключительное знание о происхождении арийской расы от атлантов. Одной из этих малозаметных пока групп предстояло вскоре войти в историю совсем иначе, чем остальным. К 1918 году одно из мюнхенских обществ решило выйти далеко за пределы простого клуба любителей древних тайн. Миф об Атлантиде, начинавшийся как книга о забытом континенте, был готов превратиться в идеологическое оружие. Обществу дала имя, звучавшее в древних текстах «Северная страна» — Тули.
Общество Тулей возглавил Рудольф фон Зебатендорф, аристократ с интересом к оккультизму и рунической мистике. Формально это был безобидный кружок любителей древней германской культуры и астрологии. За вежливым фасадом скрывалась куда более тревожная политическая и расовая программа, опиравшаяся на миф о погибшей Атлантиде. Чтобы вступить в общество Тулии, каждый кандидат должен был подписать особую клятву. В ней требовалось поручиться за отсутствие еврейского или иного небелого происхождения в собственной родословной. Мифический остров Атлантида превратился в формальный критерий отбора живых людей. Один и тот же старый миф теперь решал чью-то судьбу. Символом общества стал кинжал, скрещенный со свастикой, знаком, который задолго до этого использовался как обычный солярный орнамент у разных народов. Ритуалы соединяли скандинавские легенды о Севере с рассказами о погибшей Атлантиде в единую воображаемую родословную. Древний символ и старый философский миф вместе создавали иллюзию глубокой традиции. В 1919 году общество Туле профинансировало создание немецкой рабочей партии, небольшой политической группы в Мюнхене. На бумаге это была скромная организация рабочих активистов. На деле за ней стояла та же сеть, что распространяла миф о расе, унаследованной от Атлантиды. В сентябре того же года в партию вступил молодой ветеран войны по имени Адольф Гитлер. Он быстро перенял идеи о древней высшей расе, происходящей от затонувшего острова, и превратил их в основу собственной политической риторики. Древний философский миф нашел самого разрушительного проповедника. Среди задокументированных членов общества Тулей были и другие будущие нацистские деятели, включая Рудольфа Гесса и Ганса Франка. Оба присоединились к движению задолго до того, как получили какую-либо реальную власть. Оккультный кружок с мифом об Атлантиде оказался неожиданной кузницей будущих руководителей страшного режима. К началу 1920-х годов философская выдумка о затонувшем острове прошла путь от античного диалога через американский бестселлер и оккультные кружки до ядра зарождающегося нацистского движения. Ни один из этих шагов не опирался на новые доказательства, только на готовность людей поверить в удобную историю. После мрачной главы немецкого расового мифа история Атлантиды переместилась в куда более мягкую американскую традицию духовных целителей. Эдгар Кейси, скромный фотограф из штата Кентукки, стал известен как спящий пророк, дающий советы в состоянии транса. Именно через него старый миф получил новую подробную жизнь в 20 веке. Кейси проводил свои сеансы, лежа с закрытыми глазами, а помощник записывал каждое произнесенное им слово. За свою жизнь он дал от 13 до 14 тысяч подобных трансовых чтений на самые разные темы. Такой масштаб делал его архив крупнейшим личным собранием непроверяемых пророчеств XX века. Скептик Мартин Гарнер позже показал, что многие уникальные откровения Кейси на самом деле повторяли уже существовавшую оккультную литературу. Идеи об Атлантиде почти дословно перекликались с более ранними текстами Елены Блаватской. Спящий пророк пересказывал чужие книги, выданные за прямое видение прошлого. В одном из трансовых чтений Кейси назвал крошечный остров Бимини на Багамах уцелевшей вершиной затонувшей Атлантиды. Он утверждал, что под мелководьем рядом с островом однажды найдут остатки древних сооружений исчезнувшей цивилизации. Ни одно последующее исследование так и не подтвердило существование ничего подобного. В другом чтении Кейси впервые произнес словосочетание «зал летописей» — тайное хранилище, якобы построенное беженцами из Атлантиды под египетским сфинксом. По его словам, архив высшей цивилизации спрятали там за 10,5 тысяч лет до нашей эры. Обещанная находка должна была доказать правоту всей его традиции.
Не все в пророчествах Кейси касалось одной лишь Атлантиды. В 1930-х годах он также предсказал, что Лос-Анджелес и Сан-Франциско погибнут в катастрофе раньше, чем Нью-Йорк. Ни одно из этих драматичных предсказаний так и не сбылось. Однако это почти не поколебало веру его последователей. Кейси умер в 1945 году, так и не увидев ни одного доказательства своих слов об Атлантиде. Организация, основанная его последователями, Ассоциация исследований и просвещения, сохранила и распространила его архив трансовых записей. Обещание найти зал летописей осталось нетронутым, ожидая следующего поколения искателей. В 1978 году Ассоциация исследований и просвещения организовала поиск георадаром рядом с лапами сфинкса. Оборудование зафиксировало лишь естественные трещины в известняке, ничего похожего на рукотворную камеру. Первая серьезная попытка проверить пророчество Кейси на месте закончилась пустыми руками. Обещанная дата открытия постепенно приближалась и также постепенно проходила без единого подтверждения. К концу 90-х годов общественный интерес к обещанному залу заметно угас. Каждое новое разочарование добавлялось к списку несбывшихся прогнозов, но не отменяло веры убежденных сторонников. В 1999 году египтолог Захи Хавас откачал воду из шахты Осириса к западу от Сфинкса и лично обследовал ее. Ученый не нашел ничего, хоть немного напоминающего описанный Кейси тайный зал. Еще одна прямая проверка вновь не подтвердила ни одной детали трансового пророчества. Пока внимание было приковано к Египту, куда более раннее событие в Карибском море уже дало сторонникам Атлантиды новую надежду. 2 сентября 1968 года ныряльщики Валентайн, Майоль и Ангов обнаружили у берегов Бимини необычную каменную гряду. Форма камней сразу напомнила о древней мощеной дороге. Формация, получившая название «Дорога Бимини», тянется примерно на 800 метров вдоль северо-западного побережья острова. Крупные плоские блоки лежат ровными рядами, будто уложенные намеренно рукой строителя. Для многих искателей Атлантиды это выглядело долгожданным осязаемым доказательством, о котором говорил Кейси. Однако геологи и археологи, изучившие гряду напрямую, пришли к другому выводу. Плиты образовались естественным путем из берегового известняка, растрескавшегося вдоль природных линий разлома и эрозии. Радиоуглеродный анализ определил их возраст примерно в 2800 лет, спустя долгое время после потопа Атлантиды. Несмотря на ясный научный вердикт, дорога Бимини остается одной из самых часто упоминаемых находок в любом разговоре об Атлантиде. Документальные фильмы и туристические буклеты по-прежнему называют ее «затонувшим городом», обходя стороной геологические отчеты. Красивая история снова оказалась убедительнее скучного, но честного объяснения. К середине 1970-х годов увлечение Атлантидой вышло за пределы узких кружков и книжных полок. Телевидение и дешевые издания понесли историю о затонувшем континенте в гостиные миллионов американских семей. То, что начиналось как философский миф, превратилось в часть популярной культуры целой страны. С 1976 года на телевидении выходила программа «В поисках» с актером Леонардом Немоем. Каждый выпуск подавал истории про Бимини и Кейси с псевдонаучной интонацией. Зрители получали смесь развлечения и недостоверных фактов, поданную как расследование. В 1974 году писатель Чарльз Берлиц выпустил бестселлер о Бермудском треугольнике, районе якобы пропавших кораблей и самолетов. Он связал эти исчезновения с обломками легендарной Атлантиды, будто бы все еще излучающими древнюю кристаллическую энергию. Ни одно из этих утверждений не имело подтверждений.
Параллельно набирала силу другая, во многом похожая псевдонаучная волна. В 1968 году швейцарский писатель Эрих фон Деникен выпустил книгу «Колесницы богов». Он утверждал, что пирамиды, линии Назка и другие древние памятники были построены с помощью инопланетных гостей. Инженеры и археологи впоследствии показали, что все упомянутые Деникеном сооружения вполне объяснимы обычными древними технологиями и большим количеством рабочей силы. Инопланетное происхождение не требовалось ни в одном случае. Та же логика невозможной древней технологии годами использовалась и в рассказах об Атлантиде. Телевидение редко заботилось о разнице между отдельными псевдонаучными теориями. Атлантиду, инопланетных строителей и загадочный треугольник в океане подавали в одном ряду, будто все они одинаково правдоподобны. Зрителю оставалось лишь запомнить общее ощущение таинственности, а не конкретные, легко проверяемые факты. Спустя десятилетия то же самое повторилось на кабельном телевидении. Каналы вроде Discovery и History выпускали новые документальные фильмы про Атлантиду, вновь подавая старые недоказанные версии как свежие открытия. Формат менялся с каждым десятилетием, но основной прием убеждения оставался прежним. У подобных программ была простая экономическая логика. Тайна и обещания сенсаций собирали куда больше зрителей, чем скучные объявления об очередном отрицательном результате исследования. Опровержение почти никогда не получало равного эфирного времени с оригинальным драматичным утверждением. Зритель запоминал вопрос, а не честный ответ на него. В 2009 году в интернете разлетелась новость. Пользователи спутниковой карты Google увидели у берегов Западной Африки правильную сетку линий на дне океана и объявили ее планом Атлантиды. Компания быстро объяснила, что это лишь артефакт сбора данных сонаром. Сенсация все успела облететь мир раньше объяснения. Каждое новое поколение искателей Атлантиды получало убедительный инструмент. Георадар, гидролокатор и спутниковые снимки поочередно казались способом найти окончательное доказательство. Инструмент менялся, а готовность видеть закономерность там, где ее нет, оставалась той же. Технология росла, а привычка обманываться нет. От XIX века до эпохи спутников прошло уже почти 1,5 столетия исканий. За это время сменились политические режимы, научные парадигмы и целые системы связи. Не изменилось лишь одно – желание поверить в удобную историю оказывалось сильнее готовности признать простое отсутствие доказательств. После 1,5 веков карт, трансов и телевизионных сенсаций стоит вернуться к самому первоисточнику. Платон описал Атлантиду в 2 диалогах как часть рассуждения о справедливом государстве, а не как достоверный отчет о путешествии. Он сам вложил эту историю в уста собеседника, ссылавшегося на давние, непроверяемые египетские рассказы. Ни одна из перечисленных попыток по-настоящему не искала места, описанное самим Платоном. Он указывал точный размер континента, точное направление за геркулесовыми столбами и точную дату гибели за 9000 лет до своего времени. Ни Доннелли, ни Кейси, ни ныряльщики, убей меня, не пытались проверить эти детали. Вместо этого каждый искатель проецировал миф на удобную, уже известную ему географию своего времени. Доннелли выбрал Атлантику, Кейси выбрал Карибы, а более поздние авторы примеряли историю то к Средиземному морю, то к Антарктиде. Настоящий текст Платона при этом оставался практически без внимания. При этом настоящая катастрофа в этом регионе действительно произошла. Только ближе к самому Платону, чем к глубокой древности его рассказа. Около 1600 года до нашей эры на острове Терра в Эгейском море произошло одно из крупнейших извержений вулкана в истории человечества. Эта трагедия ждет впереди.
Оглядываясь на путь этого мифа в 20 веке, видно два разных, но одинаково тревожных направления. Один путь превратил старую историю в оружие ненависти в руках нацистской идеологии. Другой превратил ее в источник развлечения и прибыли. Оба пути роднило равнодушие к отсутствию доказательств. Пришло время оставить в стороне мифы, пророчества и телевизионные сенсации и обратиться к тому, что действительно можно раскопать, датировать и измерить. Настоящая история Эгейского моря конца Бронзового века окажется не менее драматичной, чем любая выдумка, но будет держаться на реальных находках. Начинается рассказ о подлинной катастрофе. Задолго до того, как этот остров получит легендарную репутацию, здесь стоял процветающий портовый город Бронзового века. Минойские моряки, торговцы и ремесленники вели обычную, оживленную повседневную жизнь на берегу Эгейского моря. Ничто в этом спокойном утре не предвещало, что произойдет всего через несколько десятилетий. Около 1600 года до нашей эры вулкан под островом проснулся с силой, какую редко видело человечество. По шкале вулканической активности извержение получило 7-й уровень из 8 возможных. Один из крупнейших зафиксированных взрывов в истории Земли. Спокойная повседневность города закончилась почти мгновенно. Извержение выбросило от 28 до 41 кубического километра породы и пепла в атмосферу. Столб выброса поднялся на 30-35 километров, пробив стратосферу земного шара. Ни один город Бронзового века не мог быть готов к разрушению подобного масштаба. Взрыв породил цунами высотой от 35 до 150 метров, обрушившееся на северное побережье Крита. Волны такой высоты сметали прибрежные поселения почти без предупреждения. Для жителей этих берегов катастрофа выглядела не философской метафорой, а внезапной, вполне буквальной стеной воды. Пепел и пемса от извержения долетели до острова Анафи, расположенного в 27 километрах от эпицентра. Там слой вулканических отложений достигал 3 метров в глубину, застыв как немой, но точно датируемый свидетель произошедшего. В отличие от любой легенды, этот слой можно было буквально измерить линейкой. Сегодня геологи изучают эти слои пепла с той же тщательностью, с какой детектив изучает место преступления. Толщина, состав и химия каждого слоя рассказывают точную историю без единого домысла или трансового видения. Наука здесь заменяет миф не спором, а терпеливым, проверяемым измерением. Первым, кто заметил здесь следы древней катастрофы, стал французский геолог Фердинанд Фук. В 1867 году он начал раскопки на Санторини после того, как в карьере нашли древние артефакты. Эта находка положила начало научному изучению острова, который спустя век свяжут с Атлантидой. В 1967 году греческий археолог Спиридон Маринатос начал систематические раскопки на острове Санторини. Он предположил, что именно это древнее извержение могло стоять за легендой о гибели Атлантиды и упадком минойской цивилизации. Его гипотеза, в отличие от предыдущих версий, опиралась на конкретную проверяемую геологию. Уже в первые часы раскопок Маринатос наткнулся на стены засыпанного пеплом поселения. Открытие оказалось настолько быстрым и настолько цельным, что удивило даже самого опытного археолога. Под слоем вулканических отложений скрывался целый застывший во времени древний город. Находка превзошла самые смелые предположения экспедиции. Вулканический пепел законсервировал поселение Акротири почти так же надежно, как римские Помпеи. Под слоем отложений сохранились целые многоэтажные здания с нетронутыми внутренними стенами. Условия для археологов оказались почти идеальными, редкой удачей для изучения Бронзового века. Подобное везение выпадает редко.
Среди сохранившихся построек археологи обнаружили сложную систему водоотведения с продуманными керамическими трубами. Подобный уровень инженерной мысли обычно ожидают от куда более поздних эпох, а не от отдельного поселения бронзового века. Каждая деталь опровергала расхожее представление о примитивности этой древней культуры. Сохранившиеся здесь фрески по качеству и детализации превзошли даже знаменитые росписи дворца в Кносе. На стенах можно увидеть цветущие сады, антилоп, обезьян и юных боксеров, написанных с удивительной живостью. Эти яркие краски бронзового века уцелели под пеплом так же хорошо, как в день, когда их создали. За все годы раскопок в Акротире нашли лишь один золотой предмет, спрятанный под полом одного из домов. Человеческих останков, не считая единичных находок, также не обнаружили, что указывает на заблаговременную эвакуацию жителей. Похоже, что люди успели покинуть остров еще до самой разрушительной фазы извержения. Радиоуглеродный анализ органических остатков позволил ученым точно датировать катастрофу, похоронившую Акротире. Наиболее вероятный промежуток укладывается между 1620 и 1530 годами до нашей эры. Эта точная дата разительно отличается от расплывчатых тысячелетий из рассказа Платона. Вопреки драматичному рассказу Платона о гибели за одну ужасную ночь, минойская цивилизация на Крите пережила это извержение. Остров серьезно пострадал, но не исчез мгновенно под волнами, как утверждает философский миф. Реальная история оказалась куда более постепенной и куда менее аккуратной для красивого повествования. Более того, десятилетия сразу после катастрофы стали для минойской культуры временем настоящего расцвета. Историки называют этот период зенитом критского искусства и торговли. Реальная катастрофа, вопреки ожиданиям, не оборвала историю острова, а предшествовала ее лучшим годам. История редко подчиняется ожидаемой логике. Окончательный упадок минойской цивилизации произошел значительно позже и по куда более сложным причинам, включая внутренние перемены и растущее влияние Микенской Греции. Извержение стало серьезным потрясением, но не единственной и не мгновенной причиной конца этой культуры. История упадка растянулась на поколения, а не на одну роковую ночь. Сравнение этих двух версий особенно показательно. Платон описывал полное уничтожение целого континента за одну катастрофическую ночь. Аккуратный и завершенный финал для философской притчи. Настоящая же история растянулась на века, была неровной, частичной и куда менее удобной для короткого драматичного рассказа. Несмотря на всю эту прочную науку об Эгейском море, многие искатели по-прежнему настаивают именно на атлантической версии, которую первым предложил Доннелли. Геологи решили проверить и это утверждение напрямую, обратившись к островам, которые чаще всего называют возможными остатками Атлантиды. Ответ оказался столь же ясным, сколь и неудобным. Геологические исследования показывают, что Канарские острова и Мадейра непрерывно поднимаются над уровнем моря уже на протяжении 4 миллионов лет. Это движение полностью исключает саму возможность, что здесь когда-либо мог затонуть целый континент. Земная кора в этом районе двигалась в противоположном направлении от того, что требует миф. Иными словами, единственный физический след, который мог бы поддержать самую популярную версию мифа, попросту не существует и никогда не мог существовать. Не осадочный слой, не радар, не спутник, а сама медленная логика геологии земной коры закрывает этот вопрос окончательно. Иногда самый скучный ответ оказывается самым надежным. Прежде чем завершить этот акт, стоит признать кое-что важное и для честности повествования, и для самой науки. Даже сама более обоснованная версия про Санторини не сходится с рассказом Платона полностью и во всех деталях. Разница между удобным мифом и неудобной правдой заслуживает отдельного честного разговора.
Первое расхождение касается времени. Платон утверждает, что война с Атлантидой произошла за 9000 лет до его собственной эпохи, то есть значительно раньше 10-го тысячелетия до нашей эры. Извержение Санторини же случилось лишь около 1600 года до нашей эры. Разница составляет 1000 лет. Второе расхождение касается размера. Платон описывал Атлантиду как остров крупнее Ливии и Малой Азии вместе взятых, то есть как настоящий континент. Санторини же представляет собой скромный архипелаг площадью всего в несколько десятков квадратных километров. Крошечную точку на карте Эгейского моря. Третье расхождение касается места. Платон помещал Атлантиду за Геркулесовыми столбами, то есть в Атлантическом океане, далеко за пределами Средиземного моря. Санторини, напротив, находится в самом сердце Эгейского моря, в противоположном направлении от указанного философом ориентира. Это не мелкая неточность, а разница в 1000 километров. Некоторые ученые предлагают объяснение этим расхождениям через ошибки долгой устной и письменной передачи истории. Одна известная гипотеза предполагает, что египетские жрецы могли по ошибке умножить исходные цифры в 10 раз при переводе иероглифов в греческие числа. Такая простая ошибка могла бы объяснить время и масштаб несоответствия. Несмотря на эти нестыковки, среди серьезных исследователей версия о Санторини остается наиболее правдоподобным кандидатом на роль вдохновения для рассказа Платона. Это не доказательство в строгом смысле, а разумная, подкрепленная геологией и археологией гипотеза. Именно так честная наука отличается от уверенных заявлений без подтверждения. Здесь стоит заметить важную разницу в подходе. Доннелли, Кейси и их последователи замалчивали любые неудобные детали, чтобы миф выглядел цельным и убедительным. Серьезные же ученые сами открыто перечисляют все нестыковки собственной гипотезы, прежде чем кто-либо успеет указать на них со стороны. Оба утверждения могут быть верными одновременно. Рассказ Платона почти наверняка остается философской выдумкой, а не буквальным историческим свидетельством. И при этом он вполне может опираться на смутную коллективную память греков о настоящей древней катастрофе в Эгейском море. Миф и память могут жить в одном рассказе. На этом заканчивается рассказ о том, что действительно можно раскопать, датировать и измерить в этой истории. Осталось выяснить, почему красивая выдумка, вопреки всем этим фактам, продолжает побеждать в культурной памяти человечества. Именно этому вопросу и будет посвящена заключительная часть нашего рассказа. Мы проследили весь путь этой истории от философского диалога через политическое оружие и мировую индустрию развлечений до настоящей, куда менее эффектной катастрофы. Остается один вопрос, важнее любого отдельного факта, который мы уже установили. Почему красивая выдумка вообще смогла победить куда более скучную, но правдивую версию событий? Первая причина проста и хорошо изучена психологами памяти. Короткая драматичная история с четким началом, серединой и концом запоминается легче, чем осторожное научное заключение, полное оговорок. Мозг человека эволюционировал, чтобы удерживать истории, а не таблицы вероятностей. Такова механика человеческой памяти. Вторая причина связана с целью, а не с фактами. Платон никогда не пытался составить точный геологический отчет. Он сочинял предупреждения о гордыне и наказании за нее. Миф отвечает на вопрос, зачем это случилось, тогда как наука честно отвечает лишь на вопрос, как именно это произошло. Третья причина еще проще. Люди плохо переносят неопределенность, а честный научный ответ почти всегда звучит как «вероятно», приблизительно и скорее всего. Миф же предлагает окончательность, четкий финал без единого незакрытого вопроса. И эта аккуратность подкупает куда сильнее любой осторожной правды.
Мы уже видели, как эта человеческая склонность превратилась в целую индустрию. Телевидение, издательство и позднее интернет просто следовали за уже существующей особенностью восприятия, а не создавали ее с нуля. Экономика внимания лишь усилила то, что и без нее было заложено в самой человеческой психологии. И все же настоящая история заслуживает собственного тихого признания. Люди Акротири сумели вовремя покинуть свои дома и спастись от катастрофы, какую их потомки даже представить себе не могли. Это не миф о наказании за гордыню, а спокойный рассказ о человеческой предусмотрительности и удаче. В этом заключается тихая ирония всей истории. Миф Платона рассказывает о справедливом наказании за человеческую гордыню, о целом народе, стертом с лица земли за одну ночь. Настоящие же события говорят о людях, вовремя заметивших опасность и спасшихся, задолго до самого страшного момента извержения. Настоящая история Санторини имеет и вполне практическое продолжение сегодня. Вулканологи изучают это древнее извержение, чтобы точнее предсказывать поведение похожих вулканов в наши дни. Знание о реальной катастрофе Бронзового века теперь помогает защищать живых людей от будущих, еще не случившихся трагедий. Этот практический урок недоступен ни одной версии мифа, сколько бы книг ему ни посвятили. Нельзя спроектировать систему раннего предупреждения о цунами на основе трансового видения или красивой легенды об исчезнувшем континенте. Только терпеливое изучение реальных геологических данных способно спасти чьи-то жизни в будущем. Все это возвращает нас к более широкому и тревожному вопросу. Можно ли вообще назвать безобидным миф, который однажды послужил идеологическим топливом для нацистской ненависти? Даже самая, на первый взгляд, легкая, развлекательная выдумка способна при определенных обстоятельствах превратиться в нечто по-настоящему опасное. Возможно, самый честный вывод состоит в том, чтобы удерживать в голове сразу обе истории, не выбирая между ними окончательно. Можно уважать философский замысел Платона и одновременно настаивать на точных археологических фактах о Акротири. Уважение к обеим традициям не требует притворяться, что они рассказывают одно и то же. Прежде чем закрыть эту историю окончательно, стоит вернуться туда же, откуда мы начали наш рассказ. К тому же самому спокойному Эгейскому берегу, где философ впервые записал свою знаменитую выдумку. Круг повествования вот-вот замкнется, но уже с куда более полным пониманием произошедшего. Сложно сказать, что подумал бы сам Платон, увидев, во что превратился его скромный философский пример за прошедшие тысячелетия. Он писал притчу для горстки учеников в афинской школе, а не сценарий для нацистской пропаганды или телевизионного шоу. История явно вышла далеко за пределы первоначального авторского замысла. Возможно, именно в этом где заключается настоящий смысл названия нашего фильма. Ложь об Атлантиде не тонет, потому что она никогда и не была привязана к реальной воде или конкретному месту на карте. Она живет в человеческом воображении, а воображение куда труднее утопить, чем целый остров. Сегодня любой желающий может приехать на Санторини и своими глазами увидеть настоящие раскопки Акротири под стеклянной крышей современного музея. Там же, в нескольких минутах ходьбы, туристические лавки продают магниты и книги про затонувшую Атлантиду. Обе версии этой истории мирно сосуществуют на одном и том же острове. Наверное, в этом нет ничего постыдного. Люди нуждаются одновременно и в проверяемых фактах, и в историях, придающих этим фактам смысл и эмоциональный вес. Задача внимательного зрителя не в том, чтобы отказаться от одного ради другого, а в том, чтобы знать, где заканчивается одно и начинается другое.
Вернемся туда, откуда начали. Тот же берег, та же спокойная вода, тот же старый папирус с историей об исчезнувшем острове. Только теперь мы точно знаем, что случилось на самом деле, а что осталось лишь красивым и невероятно живучим философским вымыслом. Правда об этом острове оказалась медленнее, тише и куда менее эффектной, чем красивая ложь о нем. Но правда все же выжила, терпеливо дожидаясь своего часа под слоем пепла тысячи лет. Иногда этого одного факта достаточно, чтобы считать всю историю по-настоящему счастливой.